Всем здравствуйте! С вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. У меня сегодня будут с таким веселым узором. Полностью связаны спицами. Подойдут у меня вышли на размер 38-39. Значит, вязать я буду спицами номер 2,5. Для вязания мне понадобятся ножницы, крючок. Пряжа у меня основной цвет. Это акрил в 100 граммах 240-250 метров. И для отделки я взяла пряжа, это вот 270 метров, насколько я помню. Значит, можно вот этот вот узор вязать также основной пряжей вывязывать. Ну и для контраста подобрала вот такую вот секционную пряжу, чтобы веселее было. Значит, сначала отвяжу мысок, далее перейду на подошву. Потом провяжем полотно, закончим пяткой и сделала вот такие вот калачики, рулики, обвязку. Все. Вязать узор несложно, очень увлекательно, я бы даже сказала. На ноге сидят хорошо. Предлагаю всем присоединиться ко мне и связать вот такие вот замечательные следочки. А теперь я перехожу к вязанию. Вязание я начну с мыска. Сейчас на спице номер 2,5 набираю 13 петель. И буду в каждом лицевом ряду делать расширение. Расширю до 19, а потом перейду к узору. Сразу вот скажу, кто будет тоже вязать контрастным цветом, я отмотала вот таких 3 небольших моточка. Для чего? Чтобы не делать потом большую протяжку, отдельные нити подвяжу я. Значит, набираем 13 петель. Так. Обычным способом. Первая на спице, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13. И первый ряд провяжу все, нитку длинную оставила. Первый установочный ряд провяжу все лицевыми. Первую петлю провязываю, вяжем до конца все лицевыми, последнюю кромочную провяжу изнаночной петлей. Довязали ряд до конца. Теперь переходим. Вот у нас лицевая сторона, хвостик у нас напротив. Делаем прибавки по лицевой стороне. В начале и в конце ряда делаем прибавки. Значит, в этой модели я прибавки буду делать сразу после кромочной петли. Первую сняла, сразу прибавила. Ну, потому что там потом будет у нас начнется узор и будет продолжаться прибавки. Поэтому я обычно делаю после 2 петель. Но вот так рассчитала, что после первой кромочную сняла, одну прибавила. Далее все провязываю лицевыми до последней петли и также сделаю прибавку в конце ряда. Так, было 13, сейчас 2 прибавили, 15. Изнаночную сторону мы на протяжении всего вязания вяжем без изменений по узору. Осталась одна петля, одну прибавила и кромочную провязала изнаночной. Все, перешли на изнаночную сторону. Первую снимаем, все петли провязываем до конца лицевыми, изнанка без изменений, а по лицевой стороне расширяем. Значит, так расширю 19 петель, и следующий ряд буду вязать узор. Значит, сейчас провяжем начало мыса и перейдем к узору. Расширила я до 19 петель мыс. 1, 2, 3, 4 изнаночных дорожки у меня на спице. Далее я перехожу к узору, продолжаю делать прибавки. Еще раз повторю, у меня всего будет 27 петель. Так, теперь первый ряд узора. Сейчас я схему узора выведу на экран. Ну и провяжу попетельно до повтора. Значит, кромочную снимаю, первый ряд, поехали. Сразу делаю одну прибавку. Следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Здесь идут изнаночные в первом ряду, но ничего страшного. Немножко будет сложно. Так, 2 петли вместе провязали. Далее 1 накид, 1 лицевая,
1 накид, 2 петли вместе с наклоном влево, провязали. Далее 7 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И повтор ажура, вот как мы вязали в начале. Опять 2 петли с наклоном вправо. 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли с наклоном влево, 1 прибавка и кромочная. Все, первый ряд. Теперь второй ряд по изнаночной стороне. Четные ряды у нас идут, мы все вяжем по узору. Так, прибавка у нас будет идти лицевой петлей. Далее изнаночную провязываем изнаночной, накиды провязываем изнаночными. Далее опять у нас идет изнаночная петля, провязали, накид изнаночная, провязали, и еще 1 изнаночная. Далее 7 петель, вот они лицевые, провязываем их лицевыми. И так до конца ряда. Как петли смотрят, так мы их и провязываем. Так, провязали. Теперь опять у нас 1 изнаночная, накид изнаночный, 1 петля изнаночная, опять накид изнаночными, и еще 1 изнаночная. Предпоследняя провязываю лицевой и кромочную провязываю изнаночной. Так, далее обратные ряды, изнаночную сторону снимать не буду, все вяжется по узору. Но иногда, может быть, пройдусь. Ой. Перешли на лицевую сторону, лицевая сторона, третий ряд получается у нас по лицевой стороне. Кромочную снимаем, 1 прибавляем, далее 2 петли с наклоном вправо провязываем, 2 вместе провязываем. Любым способом можно эти петли с наклонами провязывать. Так, 2 петли провязали, 1 накид. Теперь у нас 3 петли лицевых, 1, 2, 3 провязали, опять 1 накид, 2 петли с наклоном влево. Теперь посередине у нас остается 5 петель изнаночных, провязываем 1, 2, 3, 4, 5 и повтор опять вот этого вот ажура, узора. 2 петли с наклоном вправо, 2 вместе провязали, 1 накид, средние 1, 2, 3 лицевыми провязали, 1 накид и 2 петли вместе провязываем с наклоном влево. В конце перед кромочной 1 петлю прибавила, кромочную провязала. Так, еще пока ничего не понятно, провяжется рядов 10 и уже узор будет понятен. Теперь у нас 4 ряд по изнаночной стороне. Первую снимаем, далее все петли провязываем по узору. Изнаночная, накид мы провязываем изнаночной, и так идем до конца ряда. Провязываем изнаночную сторону по узору. Лицевая сторона, 5 ряд узора по лицевой стороне. Первую кромочную снимаем, делаем 1 прибавку, далее 2 петли провязываем вместе лицевой петлей с наклоном вправо. Один накид, далее 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых провязали, 1 накид и 2 петли с наклоном влево, да, влево. Соединили. Далее 3 петли изнаночных у нас идет в середине. Теперь 1, 2, 3 изнаночных провязали и повтор. 2 петли провязываем вместе вправо, 1 накид, 1, 2,
3, 4, 5 лицевых провязали, 1 накид, 2 петли вместе с наклоном влево. В конце опять у нас одна прибавка идет и кромочная, изнаночная. В итоге у нас здесь должно получиться 4 накида. 1, 2, 3. Сейчас еще один и будет. Далее будем делать цветочек. Перешли на изнаночную сторону, то получается по изнанке 6 четный ряд. Провязываем все петли по узору. Изнаночная сторона довязываем до конца. Довязали, перешли на лицевую сторону. 7 ряд узора у нас по лицевой стороне. Это будет последний ряд узора. Далее через 2 ряда будет повторяться в шахматном порядке. Опять первую сняли, 1 петлю прибавили, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Провязали 1 накид. Далее вяжем лицевыми петлями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель у нас лицевых. Опять 1 накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, посередине 1 изнаночная и повтор. 2 петли лицевой с наклоном вправо провязываем, 1 накид, 7 петель лицевых провязываем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 накид и 2 петли вместе, и в конце 1 прибавка и кромочная. Так, все, перешли на изнаночную сторону, провязываем по узору все. Перешли на лицевую сторону, все. Далее мы вяжем без прибавок. Я начинаю вязать контрастным цветом. Вот такой вот узор сейчас буду вязать. Это у нас получается какой 9 ряд будет идти. В этом ряду все петли будут лицевые. Сразу я подвязала контрастный цвет. Значит, вяжем. Прибавок больше у нас нет. 27 петель на спице. Кромочную снимаем. Далее петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали лицевыми вот до середины. Средняя вот петля вот этого вот треугольника у нас на спице остается. Теперь далее нам нужно поднять из каждого накида, из каждой вот этой вот дырочки по 1 петле, начиная вот сверху, с правой стороны будем поднимать. Так, подтянула цвет. Для удобства, кто вяжет первый раз, можно провязать основным цветом. Так, может быть, будет удобнее. Так, спица здесь вначале немножко неудобно, поэтому я подниму крючком первые петли. Вытащили петлю и сразу ее провязали 1 раз. 1, 2, 3, 4. Вытащили, провязали. Так, вот здесь смотрите, чтобы петли не убежали. У меня такое было, потом искала петлю долго. Так, 4 провязали половинку. Теперь средняя петля, мы ее провязываем лицевой петлей. Провязали 1, 2, 3, 4. С левой стороны с каждой дырочки вытащим по 1 петле. Точно так же, как делали вот на этой стороне. Одну захватили, вытащили, провязали. 1, 2, 3, 4. Так, все. Теперь развернулись на изнаночную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель у нас. Все провязываем 1 петлей изнаночной. Провязали.
развернулись на лицевую сторону и опять вот эту вот петлю еще раз провяжем лицевой петлей основным цветом. Все. Вот так вот получилось. Теперь далее все петли вот до середины, до средней петли провязываем лицевыми. И точно так же сделаем второй цветочек. Вот так вот его назовем, да? Так, провязываем. Так, здесь 4 и 1 посередине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пришли до середины и опять все то же самое. Опять подвязала я цвет, вытаскиваю 4 петли, одну вытащила, теперь вторую. Ну, вот теперь спицей можно развернуться, третью, четвертую. Куда? Четвертую. Так, 4. Средняя петля, мы ее провязываем лицевую, провязали. И опять 4 петли вытаскиваем. 1. Вытащили петлю, провязали. 2. Вытащили, провязали. 3 и 4 с каждой дырочки. Ох, вот видите, вот так вот петля может убежать. Так, и четвертую. Вытащили, провязали. Все, далее развернулась. И опять вот эти вот петли. Раз, два, три, 9 петель должно быть. 5, 7, 8, 9. Провязали по изнаночной стороне одной изнаночной петлей и по лицевой стороне лицевой петлей. Все, и ряд до конца довязываем лицевыми петлями. Так, 1, 2, 3, 4, 1 посередине, и здесь 4, 1, 2, 3, 4, еще одна петля лицевая, и в конце лицевая и кромочная изнаночной. Так, все, провязали. Теперь переходим на изнаночную сторону, все петли провязываем изнаночными. Это у нас был 9 и 10 по изнанке. Первую сняли, до конца ряда все провязываем изнаночными. Все, первый этап узора закончен. Довязываем ряд изнаночными до конца. Довязали изнанку до конца, перешли на лицевую сторону. По лицевой стороне у нас будет 11 ряд. Далее мы продолжаем, опять провязываем основным цветом все. Так, 11 ряд. Теперь мы вот эти вот треугольники будем соединять. Если мы сейчас их расширяли, то теперь будем в обратную сторону, то есть вязать первую кромочную, снимаем, следующая 1 лицевая, 1 накид, и теперь 2 петли вместе влево, 2 петли вместе лицевой провязываем с наклоном влево, провязали. Далее 7 петель изнаночными провязываем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. 2 петли с наклоном вправо, теперь 2 петли вместе лицевой петлей провязываем. Провязали. Середина у нас 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, и опять повтор
2 петли вместе с наклоном влево. Все, теперь у нас вот этот вот ромбик будет в середине. 7 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. И 2 петли лицевой с наклоном вправо. Провязали. Так, теперь что у нас в конце ряда? 1 накид, 1 лицевая и 1 изнаночная. Все, провязали. Это 11 ряд. Мы провязали по лицевой стороне. Смотрю, схему вам диктую, поэтому ползу медленно, потому что сразу все проверяю, чтобы не ошибиться нигде. 11 по лицевой, перешли на изнанку, четный ряд. Это получается 12. Вяжем все по узору. Первая у нас изнаночная. Накид мы провязываем изнаночными. Как петля смотрит, так ее и провязываем. Заканчиваем этот ряд по изнанке, провязываем по узору, по рисунку до конца. Перешли на лицевую сторону. 13 ряд узора у нас по лицевой стороне. Первую кромочную мы снимаем. Далее 1 лицевая, 2 лицевая, провязали. 1 накид, 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево. Теперь средние петли изнаночные провязываем 1, 2, 3, 4, 5 петель, провязали изнаночными. Теперь 2 петли с наклоном вправо, 2 вместе провязываем лицевой. Опять 1 накид, средние 3 петли лицевые, 1, 2, 3, 1 накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, провязали. Далее вяжем изнаночными 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, провязали. И опять 2 петли с наклоном вправо лицевой провязываем, 2 вместе провязали. Один накид, 2 лицевых и кромочная, изнаночная. Это у нас 13 ряд, провязали. Перешли на изнаночную сторону, провязываем 14 по изнанке. Все по узору. Так, изнаночные, накиды у нас изнаночные, довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. Следующий у нас получается 15 ряд. Первую кромочную снимаем, 3 петли лицевых провязываем. 1, 2, 3, провязали. Далее опять у нас накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1, 2, 3 петли изнаночных провязали, 2 петли вместе с наклоном вправо лицевой петлей провязываем, провязали. Далее накид, лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, средние 3 петли изнаночными провязываем, опять 2 петли с наклоном вправо лицевой петлей. Опять у нас накид и в конце 3 лицевых, 1, 2, 3, и кромочную провязала я изнаночной. Все, это 15 ряд по лицевой стороне. По изнанке возвращаемся по узору, перешли на лицевую сторону, 17 ряд по лицевой стороне. Значит, так, здесь у нас будет 1, 2, 3, последний накид, 4, и в следующем ряду мы опять будем делать вот цветной узор. Так, первую снимаем, продолжаем вязать. Кромочную сняли, 1, 2, 3, 4 петли лицевых провязали, 1 накид сделали, 2 петли провязали вместе лицевой, 1 изнаночная, опять 2 петли вместе лицевой направо
скрестили, сместили, 1 накид, далее лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. Все, внутри, в середине 7 лицевых провязали, 1 накид и опять повтор, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная и опять 2 вместе лицевой. 1 накид и в конце лицевые 1, 2, 3, 4 и кромочная, изнаночная. Все, закончили. Здесь 4. Возвращаемся по изнаночной стороне. Первую снимаем, провязываем все по узору. Идем в начало ряда. Так, 19 ряд узора. Значит, сейчас мы будем вязать цветочки. Теперь у нас здесь вот по краям получится половинки всего лишь. Так, кромочную снимаю. Я здесь забыла протянуть нитку, поэтому обрезала ее, подвязала заново. Значит, кромочную сняли. Теперь, где мой крючок? Теперь половинку. Нам нужно сейчас вытащить 4 петли. Вот теперь 1, 2, 3, 4 снизу. 1, 2, 3, 4. Мы вот здесь снизу вытаскивали, значит, так и будем продолжать снизу вытаскивать, да? Так, 4 петли. И это у нас получается 1 средняя петля. Сейчас мы эту первую провяжем. Теперь опускаюсь вниз и вытаскиваю 1 петлю. Вытащила и провязала. 1, 2, 3, 4. Теперь развернулись. Вот эти вот петли все провязываем изнаночной петлей. Ой. Опять по лицевой стороне провязываем их лицевыми. Все, далее вяжем вот до середины. Новый цветочек будет в середине. Провязываем все лицевыми. Так, довязываю до середины. Так, дошла до середины, вот средняя петля. Опять провязываем точно так же, как вязали в самом начале. Повтор. Вот как мы вытаскивали 4 петли, 1, 2, 3, 4, точно так же вытаскиваем сейчас 4 петли. Один, два, три, 4. Что ж, не могу захватить, ну. Вытаскиваем петли и провязываем. 1, 2, 3, 4 провязали. Среднюю петлю мы провязываем. Средняя петелька провязали. И точно так же теперь вытаскиваем с оставшихся 4 накидов. Так, 4, все. Теперь по изнаночной стороне все эти петли, которые мы набрали, вытащили, провязываем все изнаночной петлей. И по лицевой стороне провязываем лицевыми. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель провязала. Подтянула, развернулась. Провязываю их лицевой теперь. Основным цветом лицевой петлей. Далее до конца ряда довязываем все лицевыми. И в конце сделаем вот тоже половинку цветочка. Так, теперь что мы делаем?
провязываем. Ой, не так. Так, все правильно сделала, говорю, не так. Смотрите, провязала. Осталось у меня 2 петли. Теперь вытаскиваю 4 петельки. Так, с правого угла, да, сверха здесь вытаскиваем. Ориентируемся, как мы цветок внизу делали, точно так же и здесь делаем. Так, 1 петля, 2, 3, 4. Так, здесь аккуратненько. Ох, нитки, чтобы не запутались. 1, 2, 3 и 4. Так, 4 петли. Вот эту вот одну мы провяжем. Теперь развернулись. Все эти петли провязываю изнаночной. По лицевой стороне опять их провязываю лицевой. Кромочную провязала. Развернулись на изнаночную сторону. Все петли провязываем изнаночными. Пересчитаем петли, 27 петель, чтобы нигде ничего не упустили, ни одну петлю. Так, первую снимаем, все провязываем изнаночными. И далее у нас опять будет идти повтор с первого ряда. Только теперь у нас в начале ряда уже будет 4 петли начинаться. Все довязываем изнаночными до конца. Все, перешла я на лицевую сторону. Узор закончен. Теперь опять следующий узор. Вот начало. Опять новый ромбик начинается. С самого первого ряда начинается повтор. Давайте я первый ряд сейчас с вами пройду, чтобы было понятно. Далее все вот можно по схеме или же вот как мы вязали в самом начале. Все повторяется. Так, теперь вяжем повтор. Сначала первую кромочную снимаем. Теперь 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном вправо провязываем лицевой. Смотрите, как мы вязали в самом начале, но у нас здесь была 1 петля. Почему? Мы расширяли мысок, и поэтому я добавляла в каждом ряду, чтобы здесь не было сильно широко. А сейчас мы вышли на 27 петель, и теперь в начале вот у нас получается 4 петли изнаночных, и потом они у нас будут уменьшаться по ходу расширения вот этого вот треугольника. Значит, 4 провязали изнаночными, повторяем, все вяжем с первого ряда. Далее 2 петли мы вместе провязали лицевой, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли вместе, лицевой влево. 7 петель изнаночных провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, я как крот вяжу, смотрю и в камеру, и вниз. Вот далеко сильно мне. 6, 7, да? Так, пересчитаем 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 изнаночных. Опять у нас 2 петли вместе лицевой провязываем с наклоном вправо. И так до конца ряда по узору. Повтор у нас идет. Один накид, 1 лицевая, 1 накид, опять 2 петли вместе с наклоном влево, и в конце 4 изнаночных и кромочная. 1, 2, 3,
4 провязали. И кромочная. Развернулись на изнаночную сторону, провязываем всю по узору. Довязали изнаночную сторону, перешли на лицевую сторону. Теперь что у нас идет? Это мы первый ряд, получается, провязали, повтор, второй был по изнанке, повтор третьего ряда. Вот в начале как вязали, смотрите, вот у нас он опять, вот этот вот треугольник, вот опять он идет у нас на расширение. Здесь уже даже можно вязать без всякой схемы. Первую сняли, одна изнаночная, вторая изнаночная, третья изнаночная. Далее уже вот видно, что мы делаем. Лицевую петлю и следующую петлю 2 вместе провязываем с наклоном вправо. Осталось 3 петли. 1 накид. Теперь 1, 2, 3 лицевых провязали. 1 накид. 2 петли вместе с наклоном влево провязали. Теперь средняя часть. 5 петель изнаночными провязываем. Середина у нас уменьшается. 3, 4, 5 провязали. Опять новый треугольник у нас идет, ромбик. 2 петли лицевой с наклоном вправо провязали. Вот и слетело все. И далее вяжем по узору. Повтор, как вязали в самом начале. Значит, уже слетели петли, дальше довязывать не буду. Все, думаю, все понятно. Провязала с вами 2 раза полных узора. Все, повтор. Вот, с самого начала вяжем. Всего провяжу я высоту, у меня будет 1, 2, 3, 4, 5. 5. Немножко высокие получились, потому что объемный узор получается, хотя всего лишь 27 петель в ширину. Поэтому, если, допустим, хотите связать маленький размер 36-37, наверное, на верхнюю часть пряжу можно взять на мысок, на верхнюю часть потоньше немножечко, метражом 270-300 метров. Значит, сейчас провяжем высоту мыска. У меня будет 5 узоров, как я уже сказала. Я к вам вернусь, пойдем вязать дальше. Закончила вязать мысок. Смотрите, так, что у меня здесь получилось. Значит, последний ряд. Вот я закончила узор. И по изнаночной стороне я провязала все петли лицевыми. Все, один ряд. Следующий ряд я закрываю петли. На этом у меня будет все. Так, одну петлю провязываю и предыдущую петлю набрасываю на провязанную. Одну провязала, предыдущую набросила. Закроем петли до конца. Теперь в ширину 9,5 у меня вышел мысок. Высота 12,5. Закрываем петли. Так, последнюю петлю я сразу подвязала контрастный цвет и протянула ее, закрыла последнюю петлю вот контрастным цветом. Сейчас я буду делать обвязку мыска. Смотрите, я провяжу вот такой вот рулик у меня будет по верху, по мысу. Можно просто сразу провязать все лицевыми петлями, платочной вязкой. Я вот такую вот обвязку сделала. Значит, 5 рядов, чулочная вязка. По изнаночной стороне ряды будут извините, по лицевой стороне ряды будут петли все изнаночные, а по изнаночной стороне все петли будем провязывать лицевыми. Значит, сейчас набираю петли. Боковая сторона у меня будет 30 петель, по мысу 13 петель наберу, и точно так же на этой стороне. Можно сразу спицей поднимать петли, мне удобнее это делать крючком. Первая вот на спице сразу по 2 дужки вела крючок, захватила ниточку, набрала. Или же вот спицей ввела, захватила ниточку, набрала. Все. Наберем петли. Я к вам вернусь. По изнаночной стороне будем вязать все лицевыми. А по лицевой стороне все будем вязать изнаночными.
Набрали петли и провязываем, как я уже сказала, по изнаночной стороне. Провязываю лицевыми, по лицевой стороне провязываю изнаночными. Всего я провязала 5 рядов. Изнаночные, лицевые. Так, все, теперь я эту нить обрежу. Далее перешли на лицевую сторону. Теперь основным цветом петли со спицы буду присоединять вот к петелькам. Первый наборный ряд у нас был. Сейчас мы это все будем соединять теперь. Так, вот первая петля. Две вместе провяжем. Так. Вот они петли. Можно крючком присоединять, можно вот подхватить и сразу на спицу и провязывать. Подсоединили, подвязали. Или же вот сняли и крючком подвязали. Значит, так сейчас я подсоединю, подвяжу все петли основным цветом. Поднимаю петельку и соединяю. Вот так вот у нас получается. Здесь чисто. Значит, соединим сейчас все петли. И далее лицевыми петлями я еще провяжу 1, 2, 3, 4. Вот такие 4 изнаночных дорожки у меня будет. А потом перейду к подошве. Но, значит, здесь можно пойти еще вторым вариантом. Это потом мне пришло на ум. Вот сейчас петли соединю. Провязать один ряд и сразу можно перейти к подошве. Но сюда подошву сделать шире. Я провязала вот 8 рядов платочной вязкой, перешла к подошве, расширила. У меня подошва всего здесь будет 23 петли. А если вот всего лишь один ряд провязать, тогда подошву, соответственно, сделать шире 27-29 петель, чтобы общее количество петель у нас было где-то ориентировочно 58-60 в окружности. Прикинуть нужно вот так вот. Ну, я сделала вот этот вот подъем, но он все равно зашел на подошву. Так как верх у нас получился объемный, немножко вот широковатый, нужно буду довязывать так, так как провязала. Так, значит, сейчас что мы делаем? Продолжаем, присоединяем петли, соединяем. После того, как закончим присоединять все петли, я провяжу 8 рядов лицевыми петлями. Вот так вот. А потом уже перейду к подошве. Так, соединяем петли и провязываем. Обвязали вверх. 4 зубчика у меня. Теперь далее переходим к подошве. Подошву я начну сейчас, провяжу 11 петель, средних 11 петель. И сразу начну прибавлять по одной петле с каждой стороны. Буду расширять. Так, провязываю средний 11. Если размер большой, 40, провяжите 13. Начало подошвы, пока не закончатся все расширения, я буду вязать все лицевыми петлями платочной вязкой. Провязываем до конца все петли. Спицы номер 2,5, так и продолжаю вязать. Так, довязала, теперь развернулась.
взяла отдельные спицы, чтобы было более понятно. Опять первую снимаю, провязываю все петли до конца лицевыми. Провязала до последней петли, добавляю одну петлю с боковой спицы, провязываю лицевой, подтянула, развернулась на лицевую сторону, первую снимаю и опять все петли провязываю лицевыми и добавляю одну петлю с боковой спицы. Так я буду вязать, расширять. Прибавки у нас только по лицевой, нет, и по лицевой, и по изнаночной. По привычке. Буду расширять, пока у меня на спицах не останется не будет 23 петли. Так, довязали. Добавили одну петлю. Подтянули. Развернулись. Опять все то же самое. Первую петлю снимаю. Оставшиеся петли до конца провязываем все лицевыми. Довязали. Одну петлю добавляю с боковой спицы, провязала. Все, опять перешли на лицевую сторону, все то же самое. Первую снимаем, довязываем до конца и одну петлю добавляем с боковой спицы. Значит, вяжем, расширяем сейчас подошву. Я к вам вернусь, далее буду вязать узором, покажу его. Закончили расширять мысок. Значит, у меня 23 петли. Опять же, у вас может быть больше или меньше. Это зависит и от плотности вашего вязания, и от плотности пряжи. Даже если пряжа у нас одного метража, она все равно может по плотности отличаться. Так, далее я сейчас буду соединять боковые петли с петлями на спицах. И буду вязать вот таким вот плотным узором. Вот такой вот узор, вот так вот с изнаночной стороны. Это, в принципе, как рис узор, только он со снятыми петлями. Вяжется очень легко, но довольно-таки вот плотный, хороший узор такой. Значит, вяжется очень легко. 2 петли и 2 ряда всего лишь. Значит, что мы сейчас сделаем? Все, расширение закончили. Теперь провязали 23 петли у меня, последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе я соединила лицевой петлей, подтянула, нить перевела. Теперь далее я продолжаю вязать узором, значит, по лицевой стороне вяжем кромочную, снимаем, 1 лицевая, 1 петлю снимаю, не провязывая нить за работой. 1 лицевая, 1 петлю сняла, 1 лицевая, 1 петлю сняла. Так провязываем до конца ряда. Так, довязали до конца. В конце ряда предпоследняя 1 лицевая и последнюю кромочную соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываем. Я провязываю лицевой петлей, подтянула. Нить осталась у меня вот за работой. Теперь по изнаночной стороне второй ряд узора как вяжем. Первую петлю сейчас снимаем. Теперь изнаночные петли, вот она изнаночная первая у нас, провязываем лицевой, а снятую петлю провязываем изнаночной. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять у нас идет изнаночная петля, провязываем лицевой, снятую петлю провязываю изнаночной. Так вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем ряд до конца. Пришли в конец ряда, последнюю кромочную петлю соединяем. 2 вместе, кромочная петля с боковой спицы, 2 вместе соединили, провязали, подтянули. Так, перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать. Все, теперь у нас идет повтор узора. Смотрите, лицевую петлю мы провязываем лицевой, а вот она теперь изнаночная у нас, выглядит как изнаночная. Изнаночную мы снимаем, не провязывая.
лицевую провязали, изнаночную сняли, нить за работой, лицевую провязали, лицевой, изнаночную сняли, лицевую петлю, лицевой, изнаночную сняли. Так довязываем ряд до конца. Так, пришли в конец ряда. В конце ряда здесь у меня изнаночная, я ее снимаю и кромочную соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала. Разворачиваемся. Изнаночная сторона точно так же вяжем, как мы вязали в начале, во втором ряду. Первую кромочную снимаю. Теперь у нас первая петля снятая, мы ее провязываем изнаночной петлей. Изнаночную петлю провязываем лицевой. Все, одна изнаночная, одна лицевая. Снятая петля у нас изнаночная, провязанная, изнаночная, провязываем ее лицевой. Снятую петлю провязываем изнаночной, провязанную петлю, вот изнаночная, мы вяжем лицевой, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем ряд до конца. Довязали до конца. Предпоследняя у нас здесь изнаночная. Кромочную мы соединяем с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываем. Провязала, подтянула. И обратно лицевая сторона. Все повторяем опять. Получается, что здесь у нас петли меняются в шахматном порядке автоматически. Смотрите, что у нас здесь первая петля лицевая, мы ее провязываем. Следующая изнаночная, мы ее снимаем, не провязывая, нить за работой. Опять лицевую провязали, изнаночную сняли. Лицевую провязали, изнаночную сняли, все. А по изнаночной стороне я вам показала, как это все провязывается. Ну и по лицевой тоже. Значит, сейчас я буду вязать таким узором, соединю все петли до конца. Потом перейдем, добавим вот здесь вот петельки, провяжем полотно точно таким же узором. Все довольно-таки плотно. Вот советую вам попробовать этот узор. Думаю, что он вам понравится. Так, вяжем, заканчиваем подошву. Закончили соединять все петли по подошве. Здесь у меня осталась одна петля, и сейчас буду возвращаться обратно, ее соединю. Теперь с каждой боковой стороны, сначала вот с правой, потом провяжу подошву, потом наберу с этой стороны, наберем петли и будем вязать длину до пятки. Значит, у меня будет 55 петель на размер 39 на 37-38, наберите 53. Вот так вот скажу. Теперь петли я буду набирать с середины. Вот сразу отсчитала количество петель. По мысу у меня получилось 10 петель. И вот эта вот часть по 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. И здесь 16 и 20. Сколько у меня было? 23, да? Так, ниточку подтянула сюда. Вот свободненько так оставляю. Так, и при наборе вот эту нитку, оставленную, будем подхватывать, подвязывать. Под дужку вела крючок, одну петлю захватила снизу, набрала, одну сверху. Вот так вот. Одну под ниткой, а одну сверху нитки протянула. Значит, набираю 16 петель по боковой стороне. Петли подошвы я провяжу по узору и вернусь по изнаночной стороне, буду продолжать вязать по узору. Так, набрала петли. Теперь подошва провязываем по узору. Значит, здесь у нас была кромочная, далее у нас была лицевая. Теперь получается кромочную я снимаю, лицевую провязываю, далее вяжу по узору. Одну сняла, одну лицевую провязала, одну сняла, одну провязала, довязываю так ряд до конца и набираю петли на второй стороне. Так, в конце у меня оставалась одна петля, я закрою.
Так, все закрыли. Теперь набираем точно такое же количество петель, как было на той стороне. Вот задушки ввели, захватили, набрали. Один, два, три, 4. 5, 6 и 10 петель будет по передней части мыса. Закончила делать набор. Далее я продолжаю вязать тем же самым узором до самой пятки. У меня будет 26 раз вот этот вот узор повторяться будет. Не знаю, в этот раз я обычно вяжу 24 на 39, 25. В этот раз 26 рядов я провязала, по лицевым рядам считала. И 27 у меня был на спице. Поэтому ориентируйтесь по плотности своей пряжи, по плотности вязания. У вас может быть меньше рядов. Значит, теперь разворачиваемся на изнаночную сторону. По 16 петель я набрала. 23 у меня посередине. 16, 16, 32 и 23, 55 петель у меня всего лишь. Теперь просчитаем. Смотрите, по изнаночной стороне продолжаю вязать по узору. Вот где здесь закончилось, просчитаем по изнанке, как мы вяжем. Одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, кромочную снимаю, и вязание я начинаю с лицевой петли с изнаночной стороны, а потом уже перейдем, будем вязать как обычно. Не ту спицу взяла. Цвет одинаковый, спицы друг на друга похожи. Так, первую снимаем. Поехали по изнаночной стороне. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Просчитали и вяжем узор. Провязываем все 3 спицы. Довязала изнаночный ряд до конца, кромочную опять провязываю изнаночной. Все, перешли на лицевую сторону. Продолжаю вязать по узору точно так же, как я вязала вот подошву. Довяжу до пятки, к вам вернусь. Первую снимаем. Следующая у нас идет вот как изнаночная, мы ее переснимаем. Далее у нас идет лицевая, я ее провязываю. Одну петлю снимаю, лицевую петлю провязываю. Одну сняла, лицевую провязала. Вяжем длину до пятой. Провязала я длину до пятой. В сантиметрах это у меня будет сколько здесь? 8,5, да? Вот 8,5. Это все растягивается. Значит, теперь перехожу к пятке. Пятку буду также продолжать вязать тем же узором. Значит, на средних 15 петлях я начну вязать пятку на размер 37-38. 13 петель возьмите на пятку. Так, теперь вот эти вот боковые петли. У меня 15-20 петель. Я сейчас перенесу просто на спицу. Я их провязывать не буду, просто переброшу. Переброшу на спицу, ниточку протяну вот так вот. Так, перенесла 20 петель, теперь провязываю тем же узором, точно так же, как я вязала подошву, точно так же буду вязать пятку. Средние петли провязываю, боковые петли соединяю. Первая у нас будет лицевая, потому что мы ее будем соединять. Далее провязываю по узору. Одна лицевая, одну снять, одна лицевая, одну снимаю, одна лицевая, одну снимаю. Так провязываю все петли пятки. Довязала до последней петли. Теперь последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала, соединила, подтянула. Перешла на изнаночную сторону. По изнанке провязываем по узору. Первую петлю снимаю. Далее вяжем по узору, что у нас здесь одна лицевая. Снятую петлю провязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так довязываю ряд до конца.
И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываем. Так. Лицевая и последняя петля, 2 вместе провязала, лицевой, подтянула, нить за работой. Все, продолжаю далее вязать. Первую сняла, опять у нас лицевая сторона, одну петлю снимаю, не провязывая, лицевую петлю провязала лицевой, одну сняла, лицевую провязала лицевой. Значит, так я провяжу все петли, останется у меня 7 петель, и я сделаю несколько убавок в конце. Там я к вам вернусь. Так, вяжем сейчас пятку, соединяем боковые петли. Пришла в конец ряда, 2 петли, соединили последнюю и петлю с боковой спицы. Все, развернулись и продолжаем вязание. Сняли, одна лицевая, одна изнаночная, по изнаночной стороне провязываем, кромочную соединяем. Заканчиваю вязать пятку. Осталось у меня на боковой спице 7 петель, и я сделаю убавки в лицевых рядах через один лицевой ряд. То есть сейчас я убавлю, далее провяжу изнаночный, лицевой, изнаночный и опять сделаю убавку. В итоге вверху у меня останется сколько? 9 петель у меня останется. 13, 11 и 9 убавлю. Так, первую кромочную снимаю, следующие 2 петли просто провязываю вместе. Все, одну петлю убавила. Далее продолжаю вязать по узору и также сделаю убавку в конце ряда. Значит, убавлю, довяжу до конца, потом закрою петли по пятке и будем делать обвязку. Так, осталось 3 петли. Предпоследние 2 провязала вместе. Вот у меня шла лицевая петля, я ее провязала лицевой петлей. Какая петля у нас последняя выходит, такой петлей провязываем, убавляем. То есть все, перешла на изнаночную сторону, 1, 2, 3 ряда провязываю и опять буду делать убавку. Так, вяжем пятку, заканчиваем. Закончили вязать пятку, закрыли петли. Далее на спицы, на те же самые, на номер 2,5, я по всему верху на 4 спицы буду набирать петли. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я сделаю вот такую вот обвязку. Вот такие вот у меня 2 калачика рулика будут. Значит, сначала я наберу основным цветом, провяжу 13 рядов. В сантиметрах сразу вот могу замерить. В сантиметрах это 3 сантиметра будет. И потом набираю контрастным цветом и провязала 16 рядов. И здесь в сантиметрах вот получается у меня на сантиметр больше, да, 4. Вот так вот вы опять же ориентируйтесь по своей пряже. В итоге они у нас должны быть 2 ролика по ширине одинаковые. Вот. Значит, набираем, как набираем? Основным цветом вот по краю проходит кромочная косичка такая проходит. Значит, я набираю за первую дужку, провяжу основным цветом, а контрастным цветом потом наберем за вторую дужку, прикрепим и провяжем контрастным цветом. Вот так вот я сделала. Так, теперь вот проходит первую дужку, поднимаю, захватила петлю, набрала. У меня вышло 64 петли у меня получилось. Так, вот здесь пару петель я убавила, еще по краям пропустила, то есть подхватила. Опять вот смотрим аккуратненько здесь, что было. За первую. А вторая, вот она у нас осталась, смотрите, вот они остались вторые дужки. Это мы потом будем поднимать, вторым цветом провязывать. Значит, сейчас набираем петли по всему верху основным цветом и провязываем высоту. У меня будет 13 рядов, у вас может быть чуть больше, чуть меньше.
Это по желанию. Можно калачики чуть побольше сделать. Ну и также можно сделать, вот обычно, как я бейкой обвязываю, тоже можно сделать, обвязать. В предыдущих видео можно посмотреть, как я эту бейку делала. Но в этот раз я решила вот руликами обвязать. Примерила, держат они следок хорошо, вот эта вот обвязка. Следок не сползает, на ноге она сидит хорошо. Значит так, набираем петли, провязываем. Провязали по кругу лицевыми петлями высоту обвязки нашего вот ролика. Теперь далее последний ряд закрываю петли. Одну петлю провязываю и предыдущую набрасываю. Одну провязала лицевой и предыдущую набросила. Закроем петли до конца. Все, последняя петля, и теперь вот соединим с первой петелькой, протянем. Ну что ж. Все, на этом все. Первую часть отвязали сразу. Вот столько еще пряжи у меня осталось, грамм 15, наверное. Так что мотка основного цвета на 40 размер хватит, до 40-го. Так, теперь хвостики надо спрятать. Смотрите, теперь вот так вот закрутить и вот этот вот хвостик вывести на обратную сторону. Здесь спрятать его, закрепить также. Значит, второй цвет теперь подвязала. Второй цвет и делаю все то же самое. На 4 спицы по всему верху набираю петли, такое же количество петель. Петля в петлю здесь стараемся набрать. И точно так же провязываю высоту по кругу, только вот на сантиметр больше. У меня в сантиметрах, если считать, на сантиметр больше получилось. Все точно так же, как отвязали вот эту вот часть по кругу лицевыми петлями. 13 рядов, 15 рядов, смотря какой толщины вы хотите вот этот вот рулик. А эти вот на 3-4 ряда больше выйдет у нас провязка. Смотрите, теперь вот она, первая дужка у нас осталась. Мы делили кромочную петлю на 2 части. Вот она первая. Теперь я подхватываю эти дужки и набираю петли. Все то же самое по кругу. Набрала петли. И далее продолжаю вязать по кругу все лицевыми петлями. Все, отвязали вторую часть, закрыли петли, закрепили хвостики, следок готов. Вот они. Раз дужка, вторая дужка, набираем. Так, ну все, я на этом с вами буду теперь прощаться. Вроде бы все рассказала, все показала. Довязываем второй отворот. И все. Все, девочки, всем спасибо за просмотры, за оставленные лайки, комментарии, также подписки. Всем пока-пока, до новых встреч.